Привет, друзья! Сейчас новые события Германии и Европы. За последние дни складывается напряженная ситуация между Соединенными Штатами Америки и ЕС, которая напрямую касается немецких компаний. Вашингтон готов ввести ограничения, если Брюссель продолжит ужесточать правила для крупных цифровых корпораций. И это еще не все. В Евросоюзе готовятся изменения в миграционной политике. Теперь возвращение тех, кто не получил убежище, может происходить даже в страны за пределами ЕС. В финансовом мире Соединенные Штаты Америки сделали шаг к цифровой долларовой системе, а Европа работает над собственным цифровым евро, чтобы не потерять контроль над деньгами и технологическую независимость. И еще один интересный момент касается ваших покупок. Я расскажу, как эксперты выявили 5 приемов немецких супермаркетов, которые незаметно повышают стоимость вашей корзины. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом складывается новая напряженная ситуация, и она напрямую затрагивает Германию. Вашингтон объявил о возможных штрафах и ограничениях для европейских компаний, если Брюссель продолжит усиливать правила для американских компаний. Речь идет прежде всего о крупных цифровых корпорациях из Соединенных Штатов Америки. Еврокомиссия ужесточает правила, вводит новые требования и штрафы, объясняя это защитой конкуренции и потребителей. Но в Вашингтоне считают такие меры ударом именно по американским компаниям и открыто говорят о возможных ответных шагах. На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в непростой позиции. С одной стороны, Германия заинтересована в строгих правилах для цифровых гигантов, с другой стороны, возможные действия Соединенных Штатов Америки могут затронуть немецкий экспорт промышленности и рабочие места. Для Берлина это не теория, а реальные экономические риски. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает, Европа не отступит. По ее позиции правила должны быть одинаковые для всех, независимо от того, американская это компания или европейская. Брюссель дает понять, что готов к диалогу, но не к давлению. Фактически речь идет о новой форме торгового соперничества, то есть не за стали автомобили, а за контроль над технологиями, рынками и правилами бизнеса. И если компромисс не будет найден, последствия почувствуют не только корпорации, но и обычные европейские потребители. Следующая новость, одна из самых важных для Европы. Европейский Союз готовит значительные изменения в миграционной политике. Представители стран ЕС и Европарламента согласовали изменения, которые, внимание, позволят забирать и отправлять тех, кто просит убежища, в другие страны именно за пределами Европы, даже если у этих людей нет никакой связи с этими государствами. Это касается тех, кому отказали в предоставлении убежища или кто находится в Европейском Союзе без официального статуса. Решение снимает прежние требования, то есть раньше людей можно было отправлять только туда, где у них были родственники, длительное проживание или иные связи. Теперь этого уже не нужно, хватит лишь наличия официального соглашения между Германией или другой страной ЕС и третьими государствами. Это делает возможным реализацию так называемой модели третьих стран, то есть кандидатов в убежище можно будет направлять в страны за пределами ЕС, где они должны либо пройти процедуру рассмотрения заявления, либо оставаться на территории, определенной договором. Такая система ранее обсуждалась в Великобритании в рамках так называемого модели Руанды, но там она не была реализована. Сейчас аналогичная идея обсуждается и на уровне Европейского Союза. Важный момент. Исключение есть для несовершеннолетних без сопровождения. Для них все еще сохраняется требование связи с предполагаемой страной отправки, что обеспечивает защиту детей и безопасное размещение. Эти изменения служат одной цели – ускорить и упростить процессы возвращения тех, кто не получает право на убежище в Европе, и уменьшить нагрузку на системы приема мигрантов, которые оказались под давлением после крупных потоков беженцев в последние годы. Однако и они уже вызвали острую критику правозащитников, которые предупреждают о рисках нарушения прав человека и риске оказаться в странах, где защита со стороны международных норм может быть слабой или вообще отсутствовать. Перемены не окончательные, так как соглашение еще должно быть утверждено Европейским парламентом и странами-члена, но по обычной процедуре это считается формальностью после достигнутого компромисса. Следующая новость не менее интересная. В мире финансов складывается важная конкуренция за будущее денег.
И сейчас Соединенные Штаты Америки демонстрируют активность, а Европа стремится сохранить свое технологическое лидерство. Соединенные Штаты Америки в этом году приняли закон под названием Genius Act, который делает американские стейблкоины, это цифровые валюты, привязанные к доллару, то есть частью официальной финансовой системы и потенциально глобальной валютой нового времени. На этом шаге настаивает администрация президента Дональда Трампа, чтобы защитить доллар и закрепить его как мировую цифровую валюту. Стейблкоины – это разновидность цифровых денег, которые не так волатильны, как криптовалюты вроде биткоина, и их стоимость привязана к доллару или другому активу, а переводы проходят круглосуточно и очень быстро без посредников. Это открывает путь к новой глобальной системе платежей, где традиционные денежные системы Центробанка могут уходить на второй план. В Европе такую динамику встречают с осторожностью. Европейский центральный банк ЕЦБ предупреждает, что частные цифровые валюты могут ослабить влияние Центрального банка на экономику и денежную политику, если они станут широко использоваться без регулирования. В Брюсселе считают, что если частные стейблкоины займут большую часть рынка, традиционные инструменты управления экономикой, такие как ставки, денежная масса, регулирование, могут потерять свою эффективность. Совместно с этим власти ЕС работают над собственным проектом, это цифровым евро, цифровой версии европейской валюты, которая должна появиться к 2029 году и позволить Евросоюзу сохранить монетарный суверенитет и конкурентоспособность на мировом рынке цифровых платежей. Этот проект направлен на то, чтобы частично заменить наличные, позволить быстро и безопасно проводить цифровые платежи и уменьшить зависимость от зарубежных платежных систем. Канцлер Германии Фридрих Мерц не раз, кстати, подчеркивал важность технологической независимости Германии и Европы в ключевых секторах экономики, куда относится и финансовая инфраструктура будущего. Эта тема входит в повестку не только немецкого правительства, но и всего ЕС, где председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также настаивает на развитии европейских цифровых решений, чтобы блок не отставал от Соединенных Штатов Америки и Китая в глобальной гонке инноваций. Эксперты говорят, что если Европа не успеет создать собственную цифровую платформу и цифровую валюту, то частные цифровые деньги, прежде всего американские, могут укрепить доминирование доллара в мировой финансовой системе и ослабить влияние евро. Это не просто технический вопрос, а важный шаг для финансового будущего и экономической устойчивости Европы. А дальше новость о супермаркетах Германии. Итак, сегодня хитрости супермаркетов – это не просто мелкие уловки, а полноценная часть стратегии увеличения ваших расходов. Эксперты выделяют 5 самых распространенных приемов, которые незаметно делают вашу корзину дороже, даже если вы думаете, что покупаете выгодно. Первый трюк ценообразования – 9,99 евро. И акции без реального сравнения, когда на товаре крупно написано минус 30%. Это часто сравнение не с тем, что реально продавалось раньше, а именно, внимание, с рекомендованной ценой производителя, которую никто никогда не платил. В итоге скидка выглядит солидной, а вы переплачиваете. Второй – это товары на уровне глаз, которые стоят дороже, чем на нижних или верхних полках. Ритейлеры знают, что покупатель интуитивно тянется за тем, что находится на уровне плеч и размещает там самые дорогие позиции. Дешевые аналоги чаще всего на уровне выше или ниже, куда вы и не смотрите. Третье – это удобная упаковка, но неудобная цена. Часто продукт упакован так, что кажется выгодным, но если пересчитать цену за килограмм или за литр, он оказывается дороже более простого аналога. Эксперты советуют всегда ориентироваться на цену за единицу веса, а не на привлекательный вид упаковки. Четвертый прием – это ценники красного цвета и большие стрелки. Они сразу привлекают внимание, но это не всегда реальные скидки. Часто за такими оформлениями стоят товары, которые просто плохо продаются, и ритейлер хочет избавиться от них, а не сделать вам выгодное предложение. И пятый – комплексные наборы или выгодные так называемые наборы продуктов, когда рядом стоят плакаты с надписью «Купите набор выгодно». Это может быть иллюзия экономии. Если сравнивать стоимость каждого товара в наборе по отдельности, часто оказывается, что вы платите больше, чем при покупке по отдельности. Эти трюки работают потому, что человек в магазине обычно принимает решения быстро и на автомате, но если вы начнете смотреть цену за килограмм, пересчитывать общую стоимость,
и сравнивать позиции на разных полках, то сможете сэкономить реальные деньги, а не переплачивать за визуальные уловки. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.